Всем привет! Сегодня давайте посмотрим на такую тему, как там ему без меня. Поднимем такую тему. Также хочу добавить, для личного расклада пишите мне на WhatsApp, либо в Instagram. И еще хочу добавить, что у меня есть второй TikTok канал. Я его буду развивать. У меня сейчас там практически нет подписчиков, все находятся здесь. Здесь уже больше 15 тысяч. Но для эфира мне нужен именно тот ТикТок. Поэтому, дорогие мои друзья, если кто хочет для того, чтобы я выходила в ТикТоке в эфир, подписывайтесь на мой второй ТикТок канал. Я оставлю на него ссылку, наверное, в описании к этому видео, либо в комментариях. Итак, давайте будем смотреть, как он там без вас. Загадайте своего мужчину. Вот так сейчас сделаю, да. Загадайте своего мужчину и поехали, как всегда. Так, кто же к нам пришел? Так. Здесь мужчина пришел такой, который не знает, нужна вы ему или нет. Мужчина двойственный. Мужчина, скорее всего, помимо вас, имеет еще одну женщину. Так, вы к этому мужчине, да, отвернулись от этого мужчины, не исключая того, что вы можете быть в разных городах, расстояние есть между вами, да. Все равно у мужчины на вас стояк здесь есть. Между ног его хобот на вас стоит. Помимо этого, могу еще добавить, этот мужчина может следить за вами через интернет. Но то, что физически он вас здесь однозначно хочет, да. Мужчина здесь, ну и вообще он сам потерянный вечно по жизни. Не исключая, здесь блокировка есть с вашей, с его стороны, может, с обоих сторон, да. Так, какой-то еще мужчина. Так. Мужчина, во-первых, который видит вас. Ту женщину, которая в его адрес не проявляется, не нуждается в нем, которая женщина охладела, тем самым, да, его просто раздражает, что вы в нем не нуждаетесь, он видит то, что, в принципе, вам и без него прекрасно, да, то, что вы самодостаточны. Мужчина ушел в отшельника. Когда вернусь, не знаю, понимаете, здесь тишина такая вообще. Кстати, он может на данный период времени болеть, тоже такое не исключаю. А еще могу добавить то, что мужчинка мог уйти к женщине, той, которая подкармливает его монетами. Такое тоже не исключаю. Так, ну давайте будем смотреть. Как тебе живется без этой женщины, которая смотрит на тебя? Так, как тебе без нее живется? Ой, здесь мужчина, понимаете, что... Скажу одно, о вас распускает слухи, злость такая, понимаете, здесь вот как вот маленький такой вот мальчик с пальчик кричит всем. Это ваш кармический партнер, могу однозначно сказать. Отношения у вас здесь сложные, постоянно с препятствиями. Это могли еще в третьи лица в ваши отношения, да, вмешиваться. Но здесь мужчина показывает то, что он сделал свой выбор, выбрав другую женщину и пошел с ней. Но при этом поливая вас грязью. Нормально, да? Так, как тебе еще без этой женщины? Ну-ка скажи. Убит. Плохо ему. Ага, вот почему плохо. Вот вы его тем самым и здесь убили. Ему без вас плохо. Почему? Потому что здесь мужчинка, когда он был с вами, он был вашим богом. Я вам могу сказать. Вы его здесь боготворили, он до небес. Здесь, понимаете, он чувствовал себя не то чтобы богом, он чувствовал себя вообще властелином вселенной, властелином всех планет. Понимаете, что? А вы-то пацана любили, что здесь и в попочку целовали. Понимаете, что... Мужчинка вами, ой-ой-ой, как здесь манипулировал. Ну как ему без вас, я вам скажу, плохо. Почему? Потому что все, аривидерчи, вы не идете на его манипуляции. Понимаете, что? Ну не работают его манипуляции. Так, как ему еще без вас? Держится молодцом, тяжело. Но, я вам знаете, что скажу. Скорее всего, не исключая того, да, то, что может быть ваш супруг, может быть такое, не исключая, да. На людях он держится, ой, молодец, уважуха, ничего не могу сказать, тяжело, но он гордо несет себя, посмотрите, какой я. Еще и при этом показывая, да, то, что он человек правильный, если он ходит, может в церковь ходить, молиться, понимаете, что может даже людям, понимаете, как, вот... Он себя ведет, как, вы знаете, как мужчина вот правильный. А всем другим говорить, учить жизни, вот так вот верно будет. Понимаете, что? Как ему еще без вас? Еще могу сказать, что тяжело. Он там тоже проходит свои уроки. Понимаете, что? Но еще помимо этого учит ответственность. Как бы ему не было тяжело, тащит. Так, ну-ка, что за ответственность ты несешь? Перед кем? Ага, вот по справедливости. А вот так я вам скажу. Женщины, кто в ваши отношения влез? Все по справедливости. Понимаете, что? Была у него тайная женщина. Это может быть и вы тайная женщина. Понимаете, что?
Но независимо, тайная вы женщина или супруга его, неважно. Вот он сделал свой выбор и тащит на себе. Понимаете, что ой, как тяжело, ой-ой-ой-ой, все по справедливости получает. Понимаете, что... Еще могу сказать то, что когда вы узнали, что присутствует другая какая-то тайная женщина здесь, да, не исключая, может, магию на него навела, да, но он же дурачок же. Все, вы от него закрылись, отстранились, тем самым наказали его. Ну и помимо без вас здесь, что посеял, то и пожинает. Так что мне кажется прекрасно, что у него, как ему без вас. Зашибись. Ну, дальше посмотрим. Еще могу добавить, что не исключая того, то, что был ваш супруг, как вот влезла другая женщина, да, вы могли, кстати, подать на развод. Такое тоже, понимаете, есть. Не исключаю. Ну, вообще какие-то еще дела у него в суде. Если вы с ним не были женаты, то я вам скажу, не исключаю, что в суде могут быть какие-то дела с волокитой, что-то там. Понимаете, много подводных камней с этими бумаги, что он не знает, что делать. Тоже такое есть. Так что я думаю, пацан молодец. Так. Как тебе еще без этой женщины, которая смотрит этот расклад? Молодцом держится. Знаете как? Ну, я вам скажу, задели, конечно, вы его эго. Здесь пацан решил все-таки уходить от этого. Боится, так, боится. А страхи у тебя с чем связаны? Страхи с тем, понимаете, что если вы были его семьей, то что он все, он вас потеряет и не сможет никогда вернуть. Вот так вот. Если вы не семья, да, но все равно здесь ностальгия по прошлому есть, что он окончательно это потеряет. Понимаете, что он не сможет вернуть, слишком много времени прошло, что вы изменились здесь. Понимаете как? Что здесь не будет как раньше. Вот так вот у него страхи с чем связаны здесь. Так, как тебе еще без этой женщины живется? Как? Ну, женщина есть. Кстати, женщина есть рядом с ним. Может быть, мама, может быть, та женщина, да, к которой он ушел. Помогает, которая ему, дурачку нашему. Понимаете? Возможно, он с ней... у них вот новые, может, он только познакомились. Такое тоже не исключаю. А если нет, может, она забеременела, родила ребенка, тоже не исключаю того. А еще могу добавить, что он с ней рядом. Она как мамочка, он как сыночек. Вот она за ним смотрит, денежки дает, контролирует его. Тоже такое есть. Как тебе еще без этой женщины, которая на тебя смотрит? Ох, как хочет он получить все шансы, все быстро и чтобы ничего не делать. Ох, какой здесь скупердяй. Извините, конечно, но такой мужчина. Ой, мое, если у него есть деньги, мое не отдам, никому ничего не отдам. Прям знаете, как за трусы будет последний драться. Очень хочет больших денег, очень хочет, чтобы ему подфартило, а именно деньги. Вот эта женщина рядом, она может быть старше него, понимаете, что, к которой он ушел. Не исключает такого. И все хочет быстро. Денег хочет. Ну-ка, скажи-ка, пожалуйста, а что у тебя с деньгами на сегодня? Так. Ага. Кстати, с деньгами у него сегодня вроде как все нормально. Но деньги, я вам скажу, контролируют женщины. У него от женщин деньги здесь есть. Ну, наверное, Альфонс. Одна, наверное, мать. Другая, может быть, та, которая, понимаете... Женщины здесь контролируют. Женщины еще, доход от женщин идет. Может, мать помогает ему. Может, та, которая с ним вместе сейчас. Женщины. Но он же не зря там дурачок вышел. Она как мамка, а он как сыночек с ней. Так. А что у тебя там еще с денежками на сегодня? Женщина контролирует, однозначно. Все понятно, все. Этот ваш дурачок, он в нее правда влюбленный. Понимаете как? Ну, сейчас-то подождите. Он эмоционально как-то... Женщины здесь что первая, что вторая от него только хотят денег. Он впахивает там, как проклятая лошадь. Ну, я думаю, это, в принципе, и замечательно. Почему я вам говорила? То, что сейчас ему тяжело, нет, все равно на своем грибу несет какую-то ответственность. Вот, пожалуйста. И не исключая, если это все-таки одна женщина, да, то эта женщина претендует на роль императрицы. Если это его супруга, то она, я вам, знаете, скажу, его, ну, как бы, мягко выразиться, да. Он нам показывает, что нужно делать, да. Он пытается всеми силами уходить в работу здесь, зарабатывать, да, но при этом эмоции. Что с этими эмоциями у тебя? Ой, знаете что? Нет, не от того, что влюблен. Не исключая того, здесь, понимаете, что дурак, он сам себя и наказал. Кого на кого. И эта женщина, она может, знаете как? Она, во-первых, претендует здесь на главную женщину. Его. Она ему чешет то, что... Но она его вынуждает там впахивать, работать, да? А он как-то, не знаю, он себя чувствует с ней как ненужный какой-то, что она может кинуть его, предать, что-то вот здесь такое. Понимаете, что? Он с ней какой-то несчастливый, а так хорошо начиналось, да? Вот прям и любовь, там взаимопонимание, общение, печенье. А тут бах, что-то, смотрите, все здесь все так плохо. Да.
Так, а жалеешь ли ты, что ты потерял ту женщину, которая смотрит этот расклад? Жалеешь ли ты, что потерял ту женщину, которая смотрит расклад? Еще не исключая того, что он вас предал ради той женщины. Понимаете, что? А сейчас получает наоборот. Интересно. Так, жалеешь ли ты, что потерял ту женщину, которая смотрит этот расклад? Ой, как не хочет признавать себе в этом. Ой, как он сильно об этом жалеет. Он же, дурак, все сам разрушил своими собственными руками. Своими обманами, манипуляциями, воровством. Здесь патологический лжец. Понимаете, что? Иллюзионист такой пребывает в своих мечтаниях, иллюзиях. Жалеет ли он? Посмотрите. Естественно, жалеет. До чего его обманы привели? До того, что ваш союз разрушился. Вот и потерял он вас. Жалеешь ли ты еще о том, что ты потерял эту женщину, которая смотрит этот расклад? Конечно. Жалеет, конечно. Почему? Потому что, когда он был с вами, во-первых, я вам скажу, однозначно здесь гулял, обманывал, да, изменял. Помимо этого, не исключая того, что он вам не помогал, здесь, когда в нужный момент, да, его просто не было рядом, избегал ответственности, здесь другие женщины были, конфликтовал с вами. Ну и играл, понимаете, играл вами. Да. А скучаешь ли ты по этой женщине, которая смотрит тебя? Злится. Конечно, скучает. Естественно, скучает. Естественно. Понимаете? Злится. Почему? Потому что вы не признаете его чувств. Понимаете, что он вам не нужен уже. Вы в нем разочаровались. Конечно, скучает. Скучаешь ли ты еще по этой женщине? Тут готов уже вкладываться. Надо же. У него пришла осознанность, что он был с вами счастлив. Надо же. Представляете? Вот это да. И что он решил для себя, может, когда-нибудь, да? Но он же у нас тормоз, это у нас самый тормознутый. Ну, со временем, может быть, да? Типа, может быть, опять воссоединимся. Так, а что это у нас показывает? Какое-то решение принял? Угу. Знаете как? Ну, он понял для себя, что он здесь накосячил, короче. Косяк он был за ним, что он готов, он только осознал. Понимаете, что? Но, я вот сейчас раскрыла, да? Он понимает то, что он с вами очень плохо здесь поступил, но здесь такой твердолоб, понимаете, это бесполезно. Но я вам скажу одно, то, что как ему без вас? Плохо, тяжело, не на ту ставку поставил, понимаете, что вот и тащит теперь. И он теперь понимает, что адресом ошибся, не на ту я ставку поставил, это понятно. Но здесь с таким характером, понимаете, что нет, он никогда не признается в том, что он сделал ошибку, понимаете, что вы с ним долго мучились. Да и что на самом деле ему очень сложно, где он там находится, да, как ему без вас, тогда тяжело ему без вас. Но все равно он на себя надевает маску такую, что мне вообще прекрасно. Да пошли вы, понимаете, и еще что его раздражает, что вы в нем не нуждаетесь. Видите как? Видите? Вот он, твердолоб, который, если только на его правилах здесь, тогда да. Здесь вы должны ему красную дорожку, понимаете, все в цветах, и говорить его: дорогой мой, ты всегда был прав, предал меня, ничего страшного, я на тебя не обижаюсь, я всегда тебя принимаю. Он дурак, настоящий дурак. Как ему без вас хреново. Понимаете? Вот так вот. Вот такой вот у нас был расклад. Так что, дорогие мои друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне приятно вас читать. Благодарю вас за обратную связь, благодарю вас за донаты, за поддержку в развитии канала. Кто захочет оказать поддержку, в описании будет ссылка на мой донат. Также для личного расклада обращайтесь. Это все-таки был общий расклад. Всем желаю взаимной любви. До скорой встречи.